Заповедная Беловежская пуща представляет собой один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, сохранившийся до наших дней в относительно ненарушенном состоянии. Это древнейший лес Европы, который является исключительным для европейского континента по богатству видов флоры и фауны. Сегодня этот лес разделен между Польшей и Белоруссией. Пищевые цепочки в пуще увенчаны хищниками высшего порядка, а значит, экосистемы находятся здесь в более устойчивом состоянии, чем в других местах. В пуще, согласно зимним учетам животных, обитает 5 семей волков, или 30-40 особей. Последние годы на территории национального парка действует мораторий на отстрел волков. Волков здесь изучают. В национальном парке Беловежская пуща проходит проект по изучению популяционной экологии волка. Это один из важнейших пунктов международной природоохранной программы в поддержку заповедности, выполняющейся Национальным парком, общественной организацией «Ахова птушек Батьківщини» и Франкфуртским зоологическим обществом. Ученые изучают передвижение и питание волка, какое положение он занимает в экосистемах Беловежской пущи. Настолько подробный анализ экологии зверя проводится в белорусской части Беловежской пущи впервые. Наблюдение за серым хищником началось с 2014 года. Тогда в Беловежской пуще установили 14 автоматических фотокамер. Каждая камера работает в режиме съемка на движение, поэтому любое перемещение зверя не останется незамеченным электронным фотоохотником. Каждое фото и каждое видео уникально, потому что дает представление о том, что делает зверь в разные поры года, когда и где появляется, как взаимодействует с другими обитателями пущи. Материалы с фотокамер дают информацию о размере волчьих стай. На данном этапе у волчьего проекта две цели – научно-исследовательская и просветительская. Хотелось бы вызвать у широкой общественности уважение к волку как к значимому элементу экосистемы. Но выполнима ли миссия, учитывая формировавшееся на протяжении столетий негативное отношение к волку? Изменить взгляд на хищника пытаются на основании результатов научных исследований. Экологию и поведение волка изучают в естественных условиях без преследования со стороны человека. Для этого на территории пущи установлен мораторий на охоту на волка. В Беларуси сейчас на хищника запрещено охотиться только на единичных природных территориях, к которым относят, например, Березинский биосферный заповедник, Беловежскую пущу и Полесский радиационно-экологический заповедник. Итак, фотоловушки закреплены и включены. Ждем результатов. Конечно же, основными героями автоматической съемки являются копытные, ведь именно они самые многочисленные крупные звери в пуще. Это и грациозные косули, и компанейские благородные олени, и деловито снующие кабаны, и длинноногие лоси. Европейский благородный олень был истреблен в пуще в XVIII веке, но вновь завезен сюда из Германии в 1865 году. К 1914 году биотехническими мероприятиями была достигнута наивысшая численность оленей – 6800. Сегодня олень обитает в пуще практически всюду. Европейские косули малочисленнее оленей. В условиях Беловежской пущи косули предпочитают опушки широколиственных и смешанных лесов у болот, речных пойм, лугов и сенокосов.
Кабан – исконный обитатель пущи, популяцию которого в последние годы подкосила эпидемия африканской чумы свиней. Кабаны не предъявляют особых требований к месту обитания. Главное – хорошее укрытие, пища, а для ухода за телом и купаний – вода. Это всеядный зверь. Его меню может состоять из корневищ растений, желудей, орехов, ягод, червей и личинок жуков. Лосей в конце XIX века в пуще насчитывалось несколько сот. В этот же период было много и других копытных, питавшихся древесно-кустарниковыми кормами – оленей, косуль. Поэтому из-за недостатка кормов большинство лосей мигрировало из пущи в пинские болота. При восстановлении кормовой базы лоси снова появились в пуще. Сейчас они держатся преимущественно в северной части. Всего здесь живет не более 150 лосей. И, наконец, волки. Они тоже обязательно появятся у фотоловушек, чтобы рассказать о своей лесной жизни. Где живут волчата? Ну, конечно же, в волчьем логове. Вот оно. Небольшое углубление под здоровенным выворотнем – весь волчий дом. Именно отсюда начинается долгий и нелегкий жизненный путь нового волчьего племени. Выводки от 2 до 8 волчат. Сначала они растут на молоке, затем в рационе у волчат появляется мясо. Еда и сон – вот основное времяпровождение совсем юных волчат. Волков отличает очень трогательное и внимательное отношение к волчатам. Характерно, что волки никогда не промышляют поблизости от своего жилища. В поисках пищи они уходят за 7-10 километров, что способствует безопасности щенков. Перед логовом обычно есть небольшая площадка для детских игр. Все делается для того, чтобы у волчат было поистине счастливое детство. Пока волчата малы, волчица старается ни на минуту не выпускать их из виду. Как ни странно, врагов у волчьей семьи предостаточно. Маленькие волчата могут стать добычей ястреба-тетеревятника, рыси и даже лисицы, не говоря уже об охотниках. Поэтому все основные мужские обязанности по охране семейства и кормлению самки и волчат берет на себя волк-отец. В конце лета взрослые волки начнут показывать подросшим волчатам свою территорию, продолжая учить их премудростям лесной жизни, но до этого еще так далеко. Размер волчьей стаи зависит от обилия и доступности корма в какой-то определенной местности. В большинстве случаев они состоят из 6-10 животных и очень редко из 20 и более. Весной и летом стая становится меньше. В это время волк и в одиночку может добыть достаточно мелких животных. В воспитании малышей участвуют не только родители, но и прошлогодние детеныши. Они добывают пищу и присматривают за волчатами. В общем, отношения в стае весьма дружеские, особенно когда родители совместно воспитывают волчат. Правда, зимой и весной бывают стычки между волками, в которых они выясняют, кто в стае будет главным, а кто будет подчиняться. Один раз определив свое место в стае, волки больше на это не тратят силы и здоровье. Выяснив свой статус в стае, волки умеют подчиняться или же главенствовать, не причиняя при этом вреда другим членам стаи. Самым распространенным способом налаживания контакта между волками является обоюдное обнюхивание морды. Иногда они облизывают, слегка покусывают и обнюхивают друг друга. Если возвращается член стаи, который отсутствовал некоторое время, его обнюхивают все волки. При этом они тычутся носом в бока или в шерсть на шее вновь пришедшего волка. Между прочим, так же делает собака по отношению к своему хозяину, что неудивительно, ведь именно от волка где-то около 10 тысяч лет назад в процессе одомашнивания произошли наши верные четвероногие друзья-собаки. Волки – вот основной враг бобров.
Они обязательно проверяют все лесные водоемы, вернее их берега. Это всегда места, где много шансов успешно поохотиться, и молодой бобр, хоть и редкая, но предсказуемая добыча в волчьем рационе. Волки охотятся группами. Голодному волку, чтобы насытиться, иногда хватает и небольшого животного – бобра, зайца, мыши или птицы. Но всей стаи нужна добыча более крупная. Их не зря называют санитарами, ведь, как правило, их жертвами становятся старые, больные или неопытные животные. С больными животными исчезает очаг заболевания. Если убит старый зверь, молодым достается больше еды. Это способствует выживанию здоровых животных как среди охотников, так и среди их возможных жертв. Хотя волки считаются беспощадными, удачей оканчивается лишь каждая 10-я их охота. Бывает, что потратив дня 3 на выслеживание и преследование стада оленей или лосей, волкам так и не удается добыть себе еду. Волки могут обходиться без пищи 2 недели, но если уж на охоте повезло, они наедаются до отвала. За один раз взрослый волк может съесть до 10 килограммов мяса. Иногда волки прячут часть недоеденной добычи про запас, затаскивают в яму и забрасывают чем-нибудь сверху. В случае неудачной охоты они вернутся к этому тайнику и выкопают спрятанный обед. Волк на вершине пищевой пирамиды. И своей деятельностью, а она в пуще по-настоящему заметна, они помогают не только себе. Даже если они охотятся стаей, им не всегда удается поймать здоровое крупное животное. Волки гонят зверя лишь на небольшом расстоянии. Если они замечают, что их старания напрасны, они оставляют погоню и пытают охотничье счастье в другой раз. Рысь – единственный в пуще представитель семейства кошачьих. В условиях пущи рысь обитает в глухих, пониженных местах и старых ольховых и еловых насаждениях с густым подростом и подлеском, зарослями тростника, сильно захламленных. Убежищем ей служит логово под вывернутыми корнями упавшего дерева, кучи хвороста, углубления между корнями растущих деревьев. Численность рыси в пуще в отдельные годы колеблется от 20 до 50 зверей. Отношение к ней как к конкуренту охотников здесь несколько иное, чем к волку, так как вид включен в Национальную Красную книгу. Большое количество зайцев-русаков по опушкам пущи, основного вида корма рыси, позволяет сохранять здесь несколько десятков этих уже повсеместно весьма редких хищников. Медведей в XVIII веке в пущанских лесах было много. Их усиленно истребляла лесная охрана под предлогом того, что они опасны для всей дичи и в особенности для зубра. Случаи нападения медведя на зубра, несомненно, имели место, но обычно эти животные умели за себя постоять. Интенсивное преследование хищника привело к тому, что в 1864 году был убит последний пущанский медведь. С тех пор встречи с медведем в пуще единичны. И приходятся они на зверей, случайно забредших на территорию Беловежской пущи. Может, когда-нибудь здесь снова поселятся медведи. Группа ученых отловили молодого волка и усыпили его, чтобы надеть специальный ошейник с передающими устройствами. Эти устройства должны помочь ученым ответить на множество вопросов из жизни волков в Беловежской пуще. Специальный GPS-передатчик будет дважды в сутки посылать через спутник сигнал с координатами местонахождения волка, а радиопередатчик около 2 лет будет посылать в эфир постоянные сигналы определенной частоты. Определяя его направление и мощность при помощи специальной аппаратуры, ученые надеются найти волка в любой момент времени. Кстати, это молодой самец. Мы надеемся, что он вернется в свою стаю и поможет нам отслеживать не только свое пребывание в пуще, но и перемещение всей стаи. Итак, по Беловежской пуще гуляют 4 волка, которые отличаются от своих сородичей. Они не приехали из Америки, их шерсть обыкновенного цвета и все 4 лапы на месте.
Зато они единственные в Беларуси обладатели ошейников, которые передают исследователям данные об их передвижении. Когда-то волки были широко распространены по всему северному полушарию, от Европы до Японии, от Гренландии и до Мексики. Сейчас волка стало гораздо меньше, а во многих странах Европы он исчез полностью. Его истребили, выбили. И тем не менее, глядя на этих пущанских волков, хочется верить, что будущее у этих зверей, как и у всех больших хищников, в нашей стране есть.